Друзья, всем привет! Меня зовут Овчинников Кирилл, и вы на канале компании ОК-Авто. Сегодня я вам расскажу про топ-5 автомобилей в бюджете 300 тысяч рублей. Это те автомобили, которые можно купить в этом году. Это актуальные цены, актуальные года выпуска и актуальное состояние. Ну и немножко расскажу про каждый из автомобилей, которые мы добавили в этот список. Начнем с автомобиля Nissan Almera Classic, который выпускался с 6 по 13 года. И на самом деле это был один из топов в то время, да и сейчас, в своем бюджете. Потому что машина очень надежная, неприхотливая. На ней люди накатывают по сей день сотни тысяч километров. Если говорить про двигатель, туда ставился один единственный движок, атмосферный 1.6 на 107 лошадиных сил, и шел он в паре с механикой и четырехступенчатым японским автоматом. Если говорить про движок, при должном подходе, при должном обслуживании движок проходит не одну сотню тысяч километров. Двигатель с цепным приводом ГРМ, ресурс которого и 300, и 400 многие накатывают без проблем. Если говорить про расход топлива, то это не самая лучшая сторона этого двигателя, как и динамика. Расход достигает до 11 литров на сотню. А кузов не гниет. Даже десятилетние машины, они, если не были в ДТП, если не красились, то не ржавеют, нету никакого намека даже на коррозию, поэтому будьте бдительны в этом плане при выборе автомобиля. Если вам говорят, что он в родном окрасе не красился, а там уже жуки, коррозии и прочее, то, соответственно, где-то есть обман. Дальше, по комплектациям. В принципе, без излишеств, все самое необходимое. Кондей, АБС, подогревы сидений, стеклоподъемники. По-моему, даже в максимальных комплектациях был подогрев зоны дворников. Литье, противотуманки. Самое необходимое есть. И за эти деньги вы получаете просторный большой автомобиль с приличным багажником. Надежный, беспроблемный. Не очень управляемый, но при этом с энергоемкой подвеской, что, кстати говоря, на плохих дорогах можно отнести к огромному плюсу для этого автомобиля. Если брать в расчет бюджет 300-330 тысяч рублей, то за эти деньги мы можем себе позволить купить автомобиль 8, 10, наверное, даже 11 года выпуска с пробегом 1120, в отличном состоянии по кузову. Может быть, даже получится найти машину без окрасов, от 1-2 собственников, обслуженную, надежную, реально хорошую, неубитую машину с реальным пробегом, с прозрачной историей, которая еще будет вас радовать, возить, служить вам не один год и не одну сотню тысяч километров. Итак, следующим нашим претендентом на покупку за 300 тысяч рублей будет Lancer 9. Да, это Mitsubishi Lancer 9. Гамма двигателя 1.3, 1.6 и 2-литровые двигатели. 1.3 82 силы, 1.6 98 и 2-литровый 135 сильный надежнейший двигатель. Все движки рядные четверки с ременным приводом ГРМ, средний срок службы ремня порядка 90 тысяч километров, многие ездят дольше. Машинки у нас устанавливались 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат. Автомат у нас инвековский, живет долго, меняйте масло раз в 90, и он будет для вас вечным автоматом, беспроблемным. Клиренс у нас аж целых 165 миллиметров, сзади стоит многорычажка. Если машина с родным пробегом до 150, то она будет еще в очень хорошем, беспроблемном состоянии. Ни по подвеске, ни по движку, ни по коробке она беспокоить не будет. Важный момент – это кузов данного автомобиля. Если у машины были какие-то либо притертости, окрасы, ДТП, то это проблема, потому что нещадная коррозия убивает задние и передние крылья, пороги, стаканы и все остальное. Поэтому за 300-330 тысяч рублей можно найти машину 8, 7, 9 года выпуска с пробегом до 130, до 140 от 1-2 собственников и в офигительном состоянии.
Другой вопрос, как долго можно искать такой автомобиль, как долго можно ждать такой автомобиль и, соответственно, найти реально вопрос сроков, ожиданий и сколько вы перелопатите хлама, который продают на рынке. Перекупы, частники, ну и прочие товарищи, заявляющие отличное состояние его автомобиля и реальный пробег, который, к сожалению, можно проверить только по косвенным признакам, по сервиске, по базам и так далее. В блоках, в мозгах нигде он не читается, так же, как и у первого претендента, да и так же, как у всех наших претендентов в этом топ-5. Вот, поэтому на Лансере 9 мы заканчиваем и переходим дальше. Следующим нашим автомобилем будет Kia Rio второго поколения за 300 тысяч рублей. Машина выпускалась с 5 по 11 год, а в 2009 году произошел рестайлинг. Машина у нас построена на базе с Hyundai Getz. У машин абсолютно одинаковая подвеска, практически одинаковые движки, потому что на Rio у нас ставился только 1.4 G4 II. А вот на Hyundai Getz у нас ставилось еще два двигателя объемом 1.1 и 1.6 литров. 1.4 атмосферный движок на 95 лошадиных сил, который не имеет в принципе никаких проблем, очень ресурсный, надежный, достаточно экономичный. Меняйте масло раз 10-15 и не будет у вас проблем. Бензин легко 92-й. Если говорить про механику и коробку автомат, то у нас используется японский четырехступенчатый автомат, масло раз в 90 тысяч, и машинка будет ездить вечно с этой коробкой. По механике также вопросов, соответственно, нету. Kia Rio у нас второго поколения, и в кузове хэтчбэк, и в кузове седан. Седан, на мой взгляд, достаточно более просторный, более такой семейный, что ли, автомобиль. А хэтчбэк достаточно прикольно, интересно выглядит, особенно в ярких там синих, оранжевых цветах. Для девушки, для женщины, для дамы подойдет очень даже отлично. Как бюджетный, надежный, практичный автомобиль. Комплектация с климатом, противотуманки, обогревы сидений, стеклоподъемники, AUX, USB. То есть все необходимые опции для того, чтобы реально комфортно ездить на данном автомобиле. Что можем мы себе позволить за 300-330 тысяч рублей в 2020 году, если мы хотим купить Rio второго поколения и Hyundai Getz? Мы можем позволить себе рестайлинг года 9-10. Если в принципе готовы, то можно рассмотреть и до рестайлинг, там года 7-8 чуть в лучшем состоянии. А так, плюс-минус за этот год будьте готовы отложить 330 тысяч рублей. Пробег порядка 140-150 тысяч километров. Машинка будет от второго, от третьего собственника. Обслуженная, хорошая. Может быть, какие-то расходники надо будет поменять, но в целом это будет действительно хороший автомобиль. Без ДТП, какие-то косметические окрасы, естественно, в силу возраста могут быть. В целом, надежный, хороший автомобиль в этом бюджете, который действительно реально купить. По Rio мы заканчиваем и переходим к следующему нашему автомобилю. Следующим нашим автомобилем будет автомобиль Ford Focus 2. И сразу сделаю пометку, это будет Ford Focus 2 не рестайлинг. Мы сейчас говорим про дорестайлинг, потому что по-настоящему живой рестайлинг 380-400 тысяч рублей. Это действительно хороший Focus рестайлинг, там 9, 10, 11 года, механика автомат, в хорошей комплектации и так далее. Мы реалисты, мы знаем рынок, поэтому мы все-таки закладываем на то, что за 300 тысяч рублей это будет хороший дорестайлинговый Focus 2. Но Ford Focus 2 сложно найти в СПБ, живой по кузову в связи с солями, реагентами. В совокупности со временем они делают свое дело, и коррозия убивает кузов автомобиля. Если удается найти живой автомобиль, то он будет вам служить еще очень долго. Второй минус — это скрученные пробеги, перекупы, там по 5-6 собственников, потому что машина очень пользовалась популярностью. Машина надежная, простая, и машина построена на базе Mazda
тройки. У нас самое слабое место в подвеске — это ступичные подшипники, а вот задняя многорычажка ходит без проблем порядка 150 тысяч километров. Что касается двигателей, устанавливались двигатели объемом 1.4, 1.6 с ременным приводом ГРМ и 1.8 и 2-литровые двигатели с цепным приводом ГРМ. Что касается ресурсности двигателей, то ни один из двигателей не имеет каких-либо серьезных проблем, и при должном обслуживании, а точнее замене масла раз в 10-15 тысяч километров, двигатели выхаживают легко 300-350, а то и больше тысяч километров. Устанавливалось две коробки передач, это механическая и автоматическая. Механика шла со всеми движками 1.4, 1.6, 1.8 и 2 литра, а вот автомат шел с двигателями 1.6, 1.8 и 2 литрами. Механических коробки было две. Первая, самая надежная, она ставилась с 2-литровым движком, а вторая, она чуть менее надежная и частенько требовала ремонта уже до 200 тысяч километров. Что касается коробки автомат, она была разработана совместно с Маздой и легко отхаживала примерно так же, как и двигатель. Не было никаких проблем даже после 300 тысяч километров. Но многие жаловались, что после первой сотки появлялись пинки в коробке автомат. И если возвращаться к стоимости автомобиля и в каком состоянии мы можем позволить себе автомобиль, то Ford Focus 2 до рестайлинга года 6-7 мы можем позволить взять за 300-330 тысяч рублей с пробегом 120-140 тысяч километров. Машину от второго, от третьего собственника, все-таки, наверное, от первого мы уже не сможем себе найти, позволить такой автомобиль ввиду годов и специфики данного авто, но тем не менее шансы есть. Это хороший действительно бюджет, вопрос в сложности поиска такого автомобиля, поэтому проверяйте и будьте внимательны при покупке второго Фокуса. И наконец-то мы добрались до 5-го места в нашем топ-5 автомобилей за 300 тысяч рублей. И туда мы решили включить Chevrolet Lachetti. Народный, мега практичный автомобиль, а практичен еще потому, что у нас машина была в кузове универсал, хэтчбэк и седан. Не все могли себе позволить такую гамму кузовов и такую гамму двигателей. 1.4, 1.6 и 1.8 по объему двигателя шли и с механикой, и с автоматом. С 1.4 и 1.6 двигателем у нас ставился японский айсеновский автомат, но с двигателем 1.8 ставилась немецкая ZF-овская коробка автомат. У нас достаточно интересная комплектация, и мы могли себе позволить комплектацию с климатом, комбинированный салон, тряпка, кожа, противотуманки, подогревы, стеклоподъемники, естественно, литье. В общем, машины тоже были хорошо укомплектованы. У нас в Lachetti шли с 5 по 13 год выпуска, достаточно обширный период их выпускали, и много их сейчас на вторичном рынке. Из минуса к этим автомобилям можно отнести слабое красочное покрытие, сколы, кусками отваливается иногда краска. Поэтому, если машина имела какие-либо вторичные трассы в связи с притертостями, ДТП и так далее, то коррозия тоже нещадно убивала эти автомобили. У моторов и коробок проблем нету. 1.6, 1.8 и, если я не ошибаюсь, даже на 1.4 двигателя были проблемы да и есть они сейчас на всем ЖМе. Это проблема с читабельностью номера двигателя. Поэтому обращайте внимание на это при покупке автомобиля, могут быть проблемы с постановкой на учет. И на Chevrolet Lachetti очень дешевые запчасти, сопоставимые по ценникам с ВАЗовскими, поэтому сильно бить по карману стоимость обслуживания данного автомобиля не будет. С учетом очень надежных агрегатов, достаточно надежной подвески, за сколько мы можем позволить себе купить данный автомобиль. Если мы говорим про 8, 9, 10 год, про бюджет в 300 тысяч, 330 тысяч рублей, то можно найти живой автомобиль с пробегом 1160 от 2-3 хозяев в хорошем состоянии по кузову, допустимо косметический окрас, естественно, машину в неплохой комплектации и в отличном техническом состоянии, обслуженную
Ребят, вот такой получился топ-5 автомобилей за 300. На данный момент это, на наш взгляд, самые актуальные модели в бюджете на 2020 год. Записывайте эти параметры, выбирайте, какой автомобиль вам по вкусу, пишите в комментариях свое мнение насчет данных моделей, какую модельку купите вы за 300 тысяч рублей. Пишите, задавайте вопросы, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был Овчинников Кирилл, компания ОК Авто. Всем пока.